Друзья, всем привет и добро пожаловать на вторую часть по нашей Mazda с аукциона за $2050. В этой серии мы будем ее приводить в порядок, пытаться пройти инспекцию. И также вы могли видеть вставочку с первой серии о том, что есть у нас посторонние шумы в двигателе, которые мы обнаружим немножко позже. Поэтому посмотрите, как мы все это дело решили, и очень будет на самом деле интересно. Поэтому давайте вернемся с вами в сюжет, и вы все сами увидите. Поехали! Ой, вот это тут бардак. Так, всем привет! И на самом деле я не знаю, сколько времени прошло для вас, и для меня прошло намного больше. Вообще не знаю, это будет вставка куда-то или это будет отдельно новое видео. Ну, в общем, у нас был перерыв с машинами 3 месяца, наверное, может быть больше. То есть автомобили, как вы видели до этого, мы покупали летом, Mazda серую. И прошло уже очень-очень много времени с того момента. И времени не было на самом деле уделить машинам, потому что летом у нас была еще подработка. Мы подрабатывали после работы, соответственно, времени уделять автомобилям не было вот прям от слова совсем. Поэтому сейчас со всеми разгреблись. Рыбный сезон, скажем так, уже подходит к концу. И мы нашли время уделить нашим маздочкам. Я на записи. Все должны знать. Так, пошлите, вернемся к нашим малюкам. За это вы еще не знаете, скорее всего, потому что я делаю видео об этой. Об этой вы узнаете в следующем видео. Вот, у нас продолжение вот этого. Значит, на чем мы остановились? Мы поехали, у нас не было кавера, вот этого нижнего. Мы поехали, его купили. $20 стоил. Я еще не знаю, он подходит или нет. Его осталось накинуть. И еще мы нашли под машиной вмятину на днище. Соответственно, сейчас будем разбирать салон. Будем ее выстукивать, выбивать и ставить салон назад. Это, в принципе, что касается этой Mazda, нам осталось. И еще мы нашли вот здесь вот такой вот неприятный скол. Его быть не должно, поэтому, скорее всего, поедем в магазин, купим клей. Постараемся это все скрыть, чтобы пройти инспекцию, потому что могут докопаться. Вот. Поэтому сейчас загоняем машину в шап и начинаем работу. Единственное, конечно, вы сами видели там бардак, но я надеюсь, мы найдем место. Если мы найдем, да? А если не найдем, выгоним вот этот хлам сейчас вот сюда и все. Тут достать это, чтобы не переехать. Хотя это уже нам не нужно, это бэушка. Мы их на разборке нашли, думали, что она подойдет, но не подошло. Так, посмотрим, запустится или нет. Мы, по-моему, заряжали аккумулятор, но аккумулятор заряжали, я не знаю, ну опять-таки летом еще. Мертвая. А, нет, там, наверное, клемма скинута. Сейчас глянем. Чудо-юдо косячок. Так, где у нас плюс? Где у нас минус? Короче, да, подселком, конечно же. Смотрим. Не, нихера. Может, контакт отходит где-то там, что-то там. Сами клеммы, потому что они не закручены. Давай. Есть. Победа. Супер. Так, поехали. Так, надо понемножку, по чуть-чуть, потому что
О, колодочки у нас прикисли. Потому что, чтобы клемма не соскочила, потому что они не прикручены. Вот. Ага, что-то еще у нас с рулем случилось, что-то он не поворачивается. Ошибка по рулю. Была, я увидел, кстати, ошибка по рулю такая же, как и там. Потому что, ну, там-то понятно, почему. Потому что там удар был. А, здесь, наверное, масло вон вытекло с рулевой рейки. Или откуда-то. Вы видите, сколько масла под ней? Вот, бля, надо будет сейчас смотреть. Но у нее не было этой проблемы просто. Ладно, мне нужно 2 руки, я не могу руль крутить. И драч отказал. Так, Серый тут уже взорвал салон. Вон сидуха. И, короче, вот тут у нас удар. Вы видите, тут даже шумочка немножко треснула. Вот. Вот такая вот тема. Сейчас я вам снизу покажу. Вот. Опа. В общем, вот у нас замятость. Вот здесь. Вот она идет. То есть, если видно, идет ребро, ребро, ребро. И потом получается вот сейчас отсюда оно уходит вовнутрь. И вот будем сейчас выгибать. Выбивать и выгибать будем. Вот. Получается, вот эта яма, ее быть не должно. Сейчас, фокус. Вот здесь. То есть вот здесь сейчас ребро выстучим назад. И должно быть все нормально. Вот. Конечно, если бы тут был какой-то защитный кавер, было бы намного проще и легче для нас. Но вроде бы здесь никакой кавер не идет. Поэтому это будет все видно. Когда инспектор поднимет машину, он это увидит и скажет нам: ай-яй-яй-яй-яй-яй, и что ж вы это не устранили, ребятки. В общем, поэтому сейчас Серый берет свою могучую кувалду. Он с ней уже просто на поготове стоит. И показывает класс. Погнали. Короче, что, спустя, я не знаю, наверное, еще минуты не прошло. Серый уже говорит: а все, уже все сделано. Я такой: что? Как это возможно вообще? Короче, да, блин, вообще как в оригинале все. Оригинале. Блин, реально, на самом деле все четко вообще так смотрится. Он, я не знаю, ну он сколько ты, раз 5 ударил, уже все нормально сделалось. В общем, вот тут была замятость. Сейчас фокус. Вот здесь была замятость. Вот здесь. Вообще просто нигде ничего не видно, будто бы ничего и не было. Офигеть. Круть, 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 верть. В общем, это мы сделали. И знаете, что мы еще пофиксили? Гидроусилитель, я сказал, что он не работает. Я посмотрел, вот тут стоит помпа на гидроусилитель. Вот она, вон она. Жидкость у нас была в норме. Залез под машину, посмотрел, нет ли где течи. Течи нет. И оказалось то, что был плохой контакт на аккумуляторе, потому как когда я ехал, если вы видели, ошибка мигала. То есть она то появлялась, то уходила, то появлялась, то уходила. Соответственно, был плохой контакт, и гидроусилитель просто не работал. Или здесь, да, гидроусилитель. Поэтому почистили контакты, накинули, запустили автомобиль. Все четко, все работает, гидроусилитель работает. Поэтому сейчас кинули зарядочку на аккумулятор, пускай немножко подзарядится. Вот. И сейчас все назад будем собирать и ставить уже. Я могу вот этот подкрылочек, который мы купили под бампер. Вот. Я его не ставил для того, чтобы был доступ посмотреть, течет ли помпа гидроусилителя или нет. Ничего не течет, поэтому можем ставить назад. Так, защита на месте. Бум-бум-бум. И что дальше? А дальше мы едем в магазин, покупаем клей для лобаша. И будем пытаться сделать этот скол. Вот. Ну, погнали. Поэтому что все остальное, все готово. Серый тут салон уже собрал. Все на месте. Она будет еще потом, может, немножко как-то что-то где-то попротирать. Вот это вот безобразие от наших чистых пальчушек. И все. Катим туда. Времени не так много. Выходной заканчивается быстро. И проходит тоже быстро. Вот. Поэтому мчим. Так, съездили мы, купили клей. Вот такой вот клей. Вышел он, по-моему, $20 с таксом. Да, 20-ка. В общем, что в нем? В нем вот это вот все. И сейчас вам покажу, как мы будем это, в принципе, делать. Так, в общем, объясню вам в 2 словах. Сначала, если у вас есть вот такой вот скол, сначала они дают такую булавочку, вам надо поковырять, все, выдуть оттуда. После есть салфеточка. С салфеточкой протираем.
Затем вот такой вот круг, мы круг приклеиваем вот так вот, чтобы вот эта стрелочка смотрела вверх. После чего мы снимаем вот эту желтую бумажку и приклеивается вот сюда вот эта вот штучка. В эту штучку мы заливаем раствор и после вставляем шприц и просто туда вдуваем, или я не знаю, как это правильно сказать, вдувываем. Вот, просто дуем туда и все со шприца. И ждем, пока оно не склеится, потом это все дело убирается, и у нас есть лезвие, которое мы потом вот так вот чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, и все, пошкрябали и убрали. В общем, запоминаем, как у нас есть на данный момент. Если сфокусируется у нас iPhone. Вот. И буквально через пару секунд вам покажу результат. Так, у нас очередной дождливый день, и в этот день мы решили ввести нашу машину на инспекцию. В общем, проверил я сейчас все уровни жидкости, все в норме, все нормально, масло подлил, тосол подлил, все хорошо, запустил. Ошибок на приборке нет. В общем, если честно, только что сидел, дуплил, как посмотреть уровень жидкости вот на этом экранчике. Оказывается, что у Mazda нет его. Вместо этого у вас индикатор, вот, видите, был только что синим и потух. Синий — это когда у вас уровень охлаждающей жидкости еще не прогрет, он горит синим. Когда пропадает, значит все прогрелось, все хорошо. Если вы кипите, скажем так, если машина слишком перегрелась, будет гореть точно такой же, как синий значок, только красный. Значит, в этот момент вам надо остановиться и предпринять действия какие-то. Также почему я сюда, в общем, залез, хочу ее выкатить немножко, прокатиться на ней. Ой, сзади машина. Привык, что сзади никого нет, а там серый подпер. Чуть только же не сделал ошибку. Вот, в общем, хочу немножко выехать на ней. Тут у нас по местному прокатиться. Я без номеров, поэтому далеко я на ней выехать не смогу. Плюс я вот сейчас выехал, слышу, как тормоза шкребят. На самом деле это не критично. Нам на инспекцию ехать еще около часа. Вот, поэтому они, в принципе, разработаются. Да, и на инспекции они их как бы проверяют толщину, замеряют толщину тормозного диска и колодок, то есть, чтобы оно было там в допусках, то есть на звуки им на самом деле наплевать. Вот. Будет машина проходить 2 инспекции, так как это был salvage title, соответственно, нужно 2 инспекции. Вот. Я сейчас вот тут хочу вокруг этого барна прокатиться. Так, в принципе, все тут нормально, ничего не горит, машина едет, переключает. Кстати, это первые метры. Мы еще даже, по-моему, не переключались на вторую передачу. Вот только что был толчок, переключилась на вторую передачу. На самом деле машина едет очень мягко, комфортно. Коробочка переключает мягенько-мягенько. Отдадим немного жару. Ну, отлично вообще. Все супер. Я не вижу никаких, не ощущаю проблем. Единственное, вот заметил, что дворники, во-первых, они шкрипят, как будто песок просто. Или как будто, знаете, обычно бывает, когда красишь машину, то вот такой вот налет остается на лобаше. Но мы ничего не красили, все равно звуки противные. Вот. И когда сильно, вы слышали, я включил дворники, они почему-то бьют вон там. Они и сейчас бьют. Тут лужа такая была, охренеть. В общем, ладно, меня раздражают на самом деле звуки. Это надо будет, короче, почистить лобаш наждачкой. В общем, машина едет, все нормально. Причем очень бодро так едет. Никаких проблем особо я не вижу. Тормозит, переключает, все хорошо. Сейчас подкачаем ей колеса, съездим, получим разрешение, хотел сказать. Съездим, получим на нее номера временные на 1 день, дабы нам доехать до места назначения, там, где проводится инспекция. Вот. И, в принципе, все. Номера будут стоить $25 в сутки. Ну, это бумажка. Вы уже 300 раз видели, я вам показывал, как она, в принципе, работает. Вот. Все, сейчас подкачиваем колеса. Вы его, наверное, тоже знаете, этого молодого человека. Ждет. Вот он сейчас и будет качать колеса. Вот. И выдвигаемся на инспекцию. И надеюсь, все пройдет успешно. И машинка пройдет с первого раза. Нам не придется ничего доделывать. И пойдет в продажу.
будто отвертка застряла где-то там. И так, друзья, спустя какое-то время мы с вами снова встречаемся, и я вам сейчас все подробно объясню, что случилось с машиной, во сколько нам это все стало, что мы сделали и за сколько мы ее продали, потому как мы ее продали. Итак, поехали по порядку. Начнем с того, что как вообще произошла эта ситуация с застучавшим мотором и так далее. Мы уже возвращались с инспекции, мы ее прошли, все было отлично, все было нормально. И в тот момент перед нами была высокая большая гора, ну, дорога, по которой мы поднимались, и просто услышали такой, знаете, характерный дубящийся такой звук, после чего, ну, подобосрались, скажу честно, подобосрались, но все-таки доехали мы до города, она больше опять-таки не стучала так сильно, скажем так, то есть как под нагрузкой машина стучала, без нагрузки не стучала. В общем, чтобы это сделать историю короче, вот первое наши подозрения упали на цепь. Мы думали, может быть, цепь подрастянулась, возможно, заменим цепь, но чтобы это нужно было проверить, мы решили снять клапанную крышку, вот как бы кадры, что происходило. Вот. После того, как мы открыли клапанную крышку, я решил посмотреть, ну, вообще, что с цепью и так далее и тому подобное, но на вид все было с цепью нормально, по меткам было все нормально. Вот. После этого, как бы посовещавшись еще с ребятами, мы поотправляли видео, ну, знакомых, кто немножко разбирается лучше, чем мы в моторе. И, кстати, мы еще пригласили механика, который посмотрел ее вживую, и он сразу приговорил, что это у вас вкладыши стучат. Вот. Не с цепью дело, ни с чем, ничего, а это вкладыши. После чего он сказал, лезьте туда вниз, смотрите вкладыши, и после уже вы сами все увидите. После буквально там пару дней размышлений мы решили полезть вниз, потому как, ну, кроме нас больше туда никто не полезет, у нас нету на самом деле бюджета, чтобы ее отдавать, чинить и так далее. Поэтому, ну, полезли сами. Делали все, опять-таки, в первый раз. У меня, к сожалению, не сохранились кадры, потому что пребывал, на самом деле, в стрессе в таком. И, ну, было, честно, не до съемок. Хотелось решить проблему и позже уже, знаете, уже как-то выдохнувши рассказать, вот как на самом деле сейчас все и происходит. Записываю для вас это видео уже, знаете, более уже все отошло, все нормально, я уже не стрессую, поэтому можно об этом спокойно говорить. Вот, в общем, мы сняли поддон, вкладыши, вот фотки на экране, вкладышем жопа. На самом деле только во втором и третьем цилиндре, если я сейчас правильно помню. Вот, что мы предприняли, нам подсказал механик, сказал, что попробуйте заменить вкладыши, если не поможет, тогда уже нужно будет снимать колено, точить коленвал и, естественно, новые вкладыши. Ну, мы пошли по пути наименьшего сопротивления и, конечно же, заказали вкладыши, поменяли вкладыши, и все четко, и все заработало нормально. У нас двигатель заработал, не стучал, мы на нем еще дали, чтобы убедиться, 200 километров, причем таких плотных, знаете, и на горке, и на, в общем, протестировали как надо. Будто бы у нас не Mazda была, а какая-то BMW M5. Вот, в общем, после этого сделали заветные фотографии, и все это дело я разместил на Marketplace. Спустя, на самом деле, один день машину захотели посмотреть, приехал человек, посмотрел машину, сказал, что хотел бы показать ее механику. Я человеку все объяснил, все рассказал, что было с машиной, какие были проблемы, то есть я ничего не скрывал. Вот. После чего на следующий день он привез механика, механик на ней проехался, сказал, что все нормально, все четко. На самом деле это была гора с плеч для меня, потому как человек пригласил человека знающего, скажем так, вот, и проверили машину, на самом деле все четко, ударили по рукам, и машина ушла у нас за $5000. Встала нам машинка в районе 3200, наверное, 3400, я бы сказал. Поэтому, собственно, было напряг с тем, что у нас не хватало бюджета, если нам бы пришлось делать весь двигатель. Поэтому, собственно, был немножко такой, знаете, момент стресса. И мы понимали, что если сейчас нужно будет менять мотор, то, скорее всего, мы на ней вообще, мы уйдем в ноль, дабы не уйти вообще в минус. Поэтому был напряг, и я не снимал, поэтому сорян. Но есть как есть, машинка ушла, машинка ездит, с ней все четко, все нормально, на самом деле я доволен, и человек доволен, который забрал машину, поэтому все удалось, и это, просто
просто повезло, можно сказать так. Это на самом деле просто повезло, что все получилось так, как получилось. Вот. Спасибо вам большое за то, что смотрели это видео до конца. Следующее видео, хочу вам сказать, что будет не менее интересное. Там тоже мы вляпались. И вы на самом деле могли моментами видеть эту машину, с которой мы вляпались. Спойлер, это красная машина. Вы ее могли видеть в подсъемах, когда я снимал синюю. И там на самом деле все немножко пожестче, чем даже с синей. Поэтому не пропустите следующее видео, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! The day I die.